Друзья, всем привет! Вы на канале Team Spirit. Мы с вами находимся в Кракове, где в 2017 году сенсационно победил Гамбит, а сейчас этот город становится новым домом для февральских битв на ESL. Готовится все, теперь Краков. Вот со мной Андрюха забрал добро, кофеечек. Я прилетел чуть-чуть позже, ребят. Они прилетели с Мальты сразу сюда. Сегодня у нас будет медиадень, довольно долгий. Вот сейчас мы идем в практис. Андрюха нам сейчас все покажет. Нет. Да, пойдем. Я работаю. Ну давай, сейчас быстренько покажешь, там и будешь работать. Правильно, правильно. Мы откроем дверьку и увидим 5 компов, все. Собственно, все дефолтно. Вы наверняка видели видосик еще и в соцках. У нас, как видите, сейчас пока что тут не все. Не хватает здесь только Дани, потому что у Дани медийка начинается чуть раньше. Его будут снимать отдельно. Мы сейчас к нему пойдем вместе с ним, посмотрим, что там будет делать. Приятного аппетита. Почему? Отснимемся с Даней, и сразу после мы поедем на веню, посмотрим, что там кого. Там будет тоже медийка для ребят, фотки, все дела. Настройка компов. После чего поедем обратно сюда и будем готовиться. 31-го. Завтра уже игры. Вот так вот. Пока мы смотрели этот великолепный шоу-матч с этими замечательными людьми, у нас заспавнился Даня! Даня пришел! Пришел, сейчас пойдет на медийку. Ты рад, что ты сейчас пойдешь на медийку сам? Да. А то, что все ребята пойдут позже, ты тоже рад, что они... Да, я рад, что ребята отдохнут, потому что, отдохнут вообще. Так, что вы набрали? Что вот это такое? Камаде 2. Всем дарят мышки, мне подарили держатель для провода. Он врет, ему мышку тоже подарили. Нет, не Она справа лежит. Вот это? Да. О, Её фига, смотри, с красным колесиком, я такие не видел. Это OG, типа, так называемые. За сколько карт сыграли, зачем? Сколько? 23 карты. Я также хочу делать. Что ты, Гам, почему ты Гамбит смотришь? про героику это пиздец? 122 на 83 я сыграл. Дима, ты чувствуешь ауру в этом городе Гамбита? У меня вот завтрак, да? Я не ебу. Я вообще... Нет, хуй это аура, ее нет. Что будет делать с тобой сейчас? Да я Ты не знаешь, Лави? Интервью. пить. Покрасить интервью. Ты будешь красить или откажешься? Конечно, не буду. Ты так красивый. Can we don't make up? What about a bit of powder so that you're not super shiny? Окей. Ладно, давай, Дань, блиц, опрос, пока тебя марафетируют. Как тебе обновление? Рад ли ты тому, что вернули Анубис? Как тебе Анубис? Ну, короче, я думаю, что Анубис точно лучше, чем Рейн, 100%. Просто 100%. Мне кажется, это хорошее обновление, и на самом деле, если на первых порах, там, я думаю, первая официал, когда игрались на новом Анубисе, там была сломанная механика в том плане, что ты мог на воде на окна залезать и на корзинке, и как бы ты, приходя туда, можешь двери пикать и всю ротацию смотреть, грубо говоря. Ну, на старте раунда, да. Сейчас, по сути, тем, что они добавили окно, они, во-первых, уравняли, наверное, тайминги, и то, что терам приходится использовать лишний пак, чтобы у них воду не отжали. Ну и то, это как бы не всегда помогает, вот. Карта будет играться медленнее гораздо, будут раунды заканчиваться позже, и у стороны атаки будет меньше гранат. Поэтому там, собственно, проблема с тем, что А-плент маленький, ну и Б-плент тоже нивелируется таким образом, потому что ты тратишь молик на старте раунда, ты тратишь, чтобы занять мид, тратишь, чтобы зайти в кейв, там, в мейн, и у тебя остается по концу раунда очень мало молик. Короче, основная проблема на Нубисе была в том, что люди просто кидают тебе там 3 молика, условно, или 2, и у тебя просто позиции нет на пленте, и тебе негде стоять буквально. Вот, и я думаю, таким образом, что у тебя по старту раунда -1 молик, это уже не будет такой яркой проблемой. Потому что даже вот, несмотря на то, что добавили там окно в киве, откуда ты можешь кидать гранаты, у тебя просто их нет, чтобы применять как правило. А ящик на А? Ящик на комфортный очень, и за TR и за КТ, мне кажется, это довольно сбалансированный апдейт. Я видел стату о том, что сейчас карта более сбалансирована с точки зрения того, что КТ и Т 50 на 50 по победам. Ты говоришь, что это временно. С чем это может быть связано? Ну, то, что люди на старте всегда просто плохо играют карту и все. Сейчас просто все как орки падают на воду, и понятно, что никто за теров не умеет, не понимает, как там перезанимать и что делать. Так. Ходи. Hello.
Ты Колбасенко. Крышка, пошли. Данил Колбасенко. Что они надо мной издеваются и коверкают мое имя? Ты знаешь, как рекламная кампания Старбакса? Я читал, что, короче, в Старбаксе они специально, когда ты говоришь им свое имя, они на стакане пишут неправильное имя, чтобы, типа, все фоткали, в Инстаграм выкладывали, говорили, ебать, Старбакс, не по правильному имя написали, хихи-ха-ха, типа, бесплатные охваты. Наверное, здесь так же. Давай. Давай. It's for sure dong. А чего все там? А что, я поеду, поехали. It's not us. Definitely. It's not us. dong. It's not. Heaviest one. When it's not us, is it Maxim or Damian? Don't be, guys. Yes. Мы отправляемся на venue с ребятами. Пацаны, next способ идти. Блядь, я не снял. Борис момент. Помнишь, как ловил Помню. Это самое... Момент года, завоз года. Едем на venue. Сейчас будем подключать девайсы, настраивать SSD-шки. Делать фото, давать интервью. Куча всего будет интересного. У нас вот все сзади. И у нас еще есть special guest Константин. Мы сейчас приедем. Неудобно тут снимать. И я там камеру врублю и пойдет контентик. Смотри! Боря, вот тут мы нашли тебе, значит, смотри, тачку, будешь на ней ездить. Давай. От лаунжа до игровой. У тебя есть права? Нет. Право на жизнь. Ну, пойдет. О, блядь, мы на этих тачках едем? Андрюха вон, кстати, поведет. Давай, Андрей, блядь, ну-ка. А садись, я тебя сфоткаю, слышь? Я на таких катался. То, что вас возили. Он говорит про ЕВЦ, когда вас везли на игру. Да. Когда вас везли, когда он вас... Он с нами катался. Так мы тогда уже с ним закорешились. Я говорю, я буду ему проеб. Я ему в чат писал инфу, где мы стоим. В общий чат, в Да, конце. я говорю, идите на... Приехали мы с ребятами. Сейчас нас... Ну, кого нас? Сейчас вот их загримируют. Да нас Даня уже уже готов. загримировали. Мирик We are всегда not in красивый. makeup, По no. дефолту. А ты что, покраситься хотел? Да. Зачем? Ресницы. Пойди с тобой накраситься. Давай пойдем. Мне кажется, он просто стесняется. Кисточкой по лицу поводят и все. Там ресницы не делают. Попросить можно, думаю, не проблема. Пойдем, спросим. Куда вы, чего вы хотите? Реснички. 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 Дайте знать в комментариях, если вы хотите, чтобы Андрею накрасили реснички. Правильно сказал? Реснички. Хочешь получать еще больше эмоций от игр Team Spirit? Тогда переходи в телеграм-канал команды и забирай подарок от наших друзей. Когда мы были, не помню где это, в Ченду, по-моему, после того мэкапа еще не отошел. Да, ну там вообще было. там жестко. Превратился в какую-то вампира белого. Так это азиатский мейкап, в смысле, они... Да, я понимаю, но это непривычно. Что там, чоппер? Вот тут ник надо выбрать. Чоппер? Выбираем, какой ник я сегодня. О, есть я. Давайте выберу Шира. О, Широ выбрал. Так он себя выбрал, он троллит. А что если отсканить, погодите? Да, я тоже. Он не сканит. Нет, он сканит. Оу. Не, завоза не будет. Интересно. Сделай что-нибудь. Не. Даня, залазь. Даня. А, меня зовут? Все, Залазь. Давай ты залезь. Не, слишком большой для такого места. Ну, Я как два этих шкаф. Сюда, я Иди тебя сюда. упакую. Как в американской школе, я тебя просто в шкафчик засуну. ну Дань, иди сюда. Даня, я тебе еще даже комп сюда вмещу. Пойдем, это не... Да мы не будем булить тебя, честно. Я не верю. О, отлично. Фух, успели. Отдадим наши сердца. как Сашка Симпл, давай. Корпус разведчиков. Вау. Я 21 показывали? 21. Андрей, он готов, давай в шкафчик его пихать. О, да? Реально? Я не ботан. Шкафчик А мы first. покажем, как мы нашего бота набулим. Я задирую. Залезай сам. Выше.
Выше. Понравилось тебе? Да. А чем тебе понравилось данное медиа? Оно же еще не закончено. Что оно быстро. А что ты про кап спросил, что? Да, ребята, Потому вы, что всем кстати, похуй. кто заметил? Ну покажи. Покажи. Да чё? Смотрите, какой каф у Андрюхи. Выпиши. Откуда у тебя? Я знаю, кто тебе Неправда. подарил. Давай, Парень кто? подарил. Да, это Маша Марпл. Вера. Маша Марпл. Поэтому я ношу не снимаю. Что это? Что это? Это, блядь, это, блядь. Это, блядь. I'm moving, keep rolling, rolling, rolling. Так, смотрим. Андрей, знаешь второго? Кубок только не трогайте. Так ты его трогать. Мне можно. Блин, нифига снычка богатая. Все, просто смотри, ягоды, блядь. А что, я могу просто даже Мирослав может забрать похавать. землянику просто? Земли. Вы прикиньте, тут ягоды дают, бутеров дофига. А не, реально можно хавать? Да, это все тебе, Дим. Для красоты поставили. Нельзя трогать. Прикольно. Нас пока что привели в снэчку. Это Player Lounge. Да, в смысле, что Player Lounge. Что круто, хочется сразу отметить, то что, во-первых, групповая стадия будет проходить буквально рядом с ареной, даже в арене, я бы сказал, это просто совмещенное помещение, и уже сейчас можно сходить и чуть-чуть подглядеть, как будет арена здесь выглядеть. Здесь очень крутая снэчка в этот раз. Куча бутеров, что-то с сыром, там, с мясом. Такая вся фигня. Вон, Димка, а что ты взял? Это с чем? Вкусно. Вкусно? Угу. Сейчас мы чуть-чуть подождем. Димка перекусит, я сейчас тоже перекушу, я сегодня не позавтракал. И пойдем сетапиться. SSD-шку настраивать. По кривому как-то вот так вот, типа, подавай, а потом просто начинаю говорить вот так вот. Объясни, что происходит. А когда начало? Если я ты танчишь эту Погодите, с потерю. Симоном? Бля, бедный Симон. Андрюх, что там они играют? Давай в форсе матч, кто-то сейчас заберет. Ну, у меня Симон наспор проиграл в зале 100 евро, и теперь я пытаюсь его еще на 100 евро развести, ставя на Костю на пинг-понг 100 евро. Он согласился. Пойдем. Костя, кстати, первый раз сегодня в пинг-понг играет. Марти Суприм смотрели, вот Костя был стандап. Да у нас счет уже играет. Why you only talking to me, huh? Сюда, блядь! Сопливчик кидает, пиздец. Симон, surrender, go surrender. Кость, у меня есть идея. Ты его сейчас справа выигрываешь, я ставлю 200 евро, что ты его лево выиграешь. Давай. У нас просто какой-то подпольный тотализатор сейчас будет. Нужно стоять, курить, много кричать и просто так вот деньги кидать, и как мы ставим. Жесткий тотализатор. 10? Simon, don't play more, don't play more. He's destroying your confidence right now. Don't play. No. I have one more offer. I will bet 200 euros, he will play left hand. You must not bet, I have game soon. 300. Типа ворона каркает. Гав. Бам. Так, мы пришли на SSD Setup в новую студию, в которой мы еще ни разу не были. И вот давайте вспомним, как было в Ката. В Ката у нас висели фотографии игроков, которые побеждали на Катовице, да? В Кёльне тоже похожая студия, но она была оформлена под Кёльнский собор, и там висели логотипы команд. Здесь у нас и логотипы команд, и фотографии игроков, но я так понимаю... Вон мы. Это какую смешную фотку выбрали. Данек поднимает кубок Катовицы. И здесь должен стоять, кстати, кубок, но его почему-то нет. Но когда мы приходили, он здесь был. Наверное, с точки зрения визуала, дизайна, мне Кёльнский, честно говоря, больше понравился. Ну, и здесь тоже круто. Инфа! Инфа. Инфа! Скажи инфа. Нет, не скажу. Скажи инфа. Я знаю эту инфу только потому, что ты мне это скидывал. Инфа. Вот. Инфа. Ну, по-моему, это смешной мем, не знаю. Тебе не нравится? Смешно. Мы верим. Смешно. Так же, Мирослав. Скебоб. Ха-ха-ха. Скебоб. Ха-ха. Алло, малыш, что ты булишься? Тебе надо в шкафчик снова. Это что происходит, не понял. Я? Камерамен Хероик теперь. Че, хуй? Это подработка. It's extra solari. Солярий? Bro, why so small camera? Look at this. This is Papa camera. You see? No, this is better. Oh, really? No, it's like nice. Oh, it's nice. It's nice. It's like nice one-handed. Nice. Look, it's good sniper, but it's worse sniper. Yeah, you good? No way. Все, у
У нас Андрей ушел в операторы Heroic. На подработку. За экстра солярий, как говорит. Андрюх, короче, денег с Heroic лутает сегодня много, да? Да. С Янгстера стрясли. Ставочку выиграли, почти развели на вторую. Ставочки я ожидаю на свою... Потом подработка камерамен. Так мне надо сейчас 200 евро у него забрать. Ну, 100 мои, 100 твои. Я же все ради тебя, все ради Team Spirit. Вот оно, вот Давай, оно. подмигни в камеру, незаметно. Классная фотка, Дань. Красивый. Маленький еще Готовиться был. было лучше. Дань. Там же тот же самый стенд, типа там был Мирослав и Дима, по-моему. А, в плане фоток? Да. Кто в тачку? Садитесь, я вас фоткаю. Гон на гольф-тачку. Садитесь, садитесь. Только не газуй сильно. Газ, альтушки. Садись, давай. Вот, Андрюха в трактор сразу родным селом запахло. Где ключи? Я поехал выпить. Она еще на меня. Don't worry. Ну ты руль-то в руки возьми. Даня, запрыгиваешь? Вот сюда. Садитесь. Так. Давай вот это вот. Гони, ёкарный бабай. Знаешь, по коням! Тут не хватает, слышишь, тут не хватает, чтобы Даня туда сел и как форсаж вот так вот сделал. С кем играем? BC Game? Шучу, Астралис. А, с Австралией. Хотел бы против Сашки Шимпо сыграть? Честно? Нет. Не хочу с них играть, у меня будет тотальная доминация надо мной, я не хочу. Я хочу спокойно играть в Counter-Strike. Тебе нравится вообще состав основной? BC Game. Мне нравится Элик Симпл. Элик и Симпл. Да. А насчет другого косяка я не знаю. Ну я не знаю, ну что сказать про состав. Элик Симпл круто, прикольно. Остальные трое это... Я думаю, что в целом... Это же Соу бывший, да? Да, но в целом они не играют, наверное, как Соул, но в целом, если они вышли в основную стадию, они могут нормально играть. Ну просто, наверное, если смотрим на BC Game Vitality в первом матче, ну, наверное, они их не выиграют. Ну, то есть надо посмотреть, опять же, хз вообще. Ну ладно. Спасибо, Дмитрий, за анализ. Я могу всегда анализировать, и если я бы мог, я бы сказал все по чесноку. Допустим, я бы смог разобрать матч по Revision Na'Vi, я бы мог сказать, у кого слабые сильные стороны, но я не могу этого сделать, поскольку не хочу. Ой, спасибо. Это что за скрин? Это КС 1.6, очень старый, 2000, не знаю какого года, блядь. Я ебашил на сервере «Реальные пацаны». Наверное, админы этого сервера смотрят этот влог. И если они смотрят влог, напишите нику. Зачем? Просто по фану. Вот, я играл ебашил 28/4. Подожди, это у тебя в Стиме скрин? Ты до сих пор с тем же Стимом? Да, конечно. Подожди, а какой год? Это очень старый год, 2012 или 2013. Офигеть. Вот еще, с другой скрин, это же. Это тоже реально? По другим. Да, это тоже реальные пацаны. Я на одном сервере только играл. Потом меня забанили там. А тут я только настраивал Counter-Strike, решил ебануть скрин и выложить в Steam. Сколько лайков? 4. Так, праки закончились у ребят. Уже поздний вечер. Вот, и сейчас, пока все остальные отдыхают, мы с Борисиком чуть поболтаем. Я думаю, это всем интересно в целом, но ты уже явно отвечал на этот вопрос, но если можешь, может, более развернуто. Как ты пришел вообще в целом изначально к тому, что ты хочешь быть капитаном? С кайфом. Это очень развернуто. Ты раньше играл на опоре, и ты когда... Я везде играл. Я не играл только с АВП, но я играл немного со вторым АВП. Поэтому следующим моим шагом будет играть с АВП. После капитанства? Совершенно верно. Насколько сильно поменялось в целом твое состояние в игре, вот, будучи капитаном? Стало ли ощутимо тяжелее? Чувствуешь ли ты какое-то внутреннее давление, там, ну, скажем, от себя даже, что у тебя новая роль, у тебя новая обязанность? Давления нет. Внутреннее состояние, наверное, стало лучше, но я думаю, это не следствие того, что я делаю что-то другое, следствие того, что я не играл полгода, как бы, и в это время я что-то хуйней занимался, вот это, знаешь, там обычная традиционная, так сказать, забава, и как бы вернулся, играю в КСик, весело, прикольно, интересно, иногда не весело, когда пою, но в целом, да. То есть ты, в принципе, рад вернуться, Да. играть? А я спрашиваю больше про то, вот как ты в роли капитана себя ощущаешь. Понятное дело, что это не просто. Тут больше про то, получаешь ли ты удовольствие от этих испытаний, так скажем, Так. от чего-то нового. Или на тебя это оказывает какое-то давление, с которым ты борешься. Я не чувствую никакого давления, поэтому типа играю, как бы по сути, вместе с тем, что это exciting занятие, я учусь, я делаю какую-то хуйню,
зачастую, и потом это фикшу, поэтому в целом очень хорошо. Серега писал про то, что ты ему уже как сын родной стал, я не знаю, видел ты это, нет? То, что вы утро начинаете вместе, вечером вместе расходитесь по номерам. Как у вас работа проходит с Серегой? Так, вы действительно много времени, так много времени? Когда мы в онлайне только собрались туда, в целом нам было нужно очень много времени для того, чтобы, во-первых, мне хотя бы вписаться как бы обратно вот в структуру, которая там существовала и прочее. Понятное дело, что я 99% вещей помню, но все равно как бы нужно, ну типа какие-то фиксы, роли, задачи и в целом просто типа смотреть, что есть, типа что нет или как что делать, детализировать это, какие-то идеи, какая-то хуйня. И, короче, на самом деле, это требует очень больше времени, чем есть в сутках. Я знаю, что Мирослав всегда хорош в мидколах, он помогает. Как сейчас строится TeamSpeak? Кто тебе помогает больше всего? Как вообще коммуникация у вас происходит? Нет ли такого, что, не знаю, ну, ребята воспринимают твое капитанство, вот как вот железное капитанство, и дают тебе простор на, скажем так, на коммуникацию, чтобы ты сказал, что делать, да? В целом у меня достаточно пространства, у меня дофига пространства, на самом деле, для того, чтобы что-то говорить или что-то колить, условно, в середине, или как это. Вот, Мирослав супер сильно помогает, потому что он, допустим, может оказываться где-то, где я не оказываюсь, и видеть, что там происходит, как враги это отыгрывают, и он может сказать, что, типа, что можно сделать. Даня, по сути, то же самое может предложить что-то, основываясь на этом же самом, и, типа, Диман тоже, по сути, это достаточно сильный голос, который у тебя есть. Он, как бы, тоже через свою упровку, вот тоже что-то видит и что-то знает. То есть вы все вместе, у вас синергируете, грубо говоря? По сути, кол как бы мне надо давать. Если, допустим, что-то не клеится или какая-то там деталь нужна, что-то там какую-то, построить какую-то гранату, построить какую-то деталь при выходе, как бы, то они могут это предложить. Но решение принимаешь уже типа ты. того, да. У нас завтра начинается уже групповой этап. Мы пока еще не знаем нашего соперника. Через час узнаем. Да, узнаем уже совсем скоро. Какие у нас цели на этот турнир? Учитывая то, что у нас было очень мало времени на то, чтобы сыграться. У нас одна, получается, была официалка в офлайне. Все остальное это было онлайн. Да. Какие у нас стоят цели? Разные. Во-первых, нужно научиться играть. Во-вторых, точнее, нужно делать вообще как бы плейбук, чтобы это хотя бы выглядело как-то стабильно в целом. Наигрывать. Да, наиграть как бы что-то, потому что многие вещи, потому что как бы у тебя 6 карт, а еще Анубис этот вышел, короче, абсолютно новейший, вообще с нуля. Ну ладно, на самом деле там много чего то же самое, но какие-то детали все равно, типа, надо что-то смотреть, и что делают люди, что сами им делать и прочая фигня. И как бы просто нужно наиграть, научиться сделать дофига всего. И я думаю, самое важное это просто играть в КС. Ауф. Наступило холодное, морозное утро в Кракове. У такой погоды, как мы знаем, могут быть неприятные последствия. К сожалению, они нас в этот раз коснулись. У нас заболел тренер. У Сереги температура уже 3-й день. Сегодня Серега 100% придет в практис, будет помогать парням готовиться к предстоящей игре. А играем мы сегодня с Астралис. Матч сегодня может оказаться непростым, но мы здесь как раз для того, чтобы научиться справляться с этими трудностями. Ауф. Если мы знаем, что раунд Б не форс. Барян, Да. вы готовились к Астралис, у них 2 замены было в январе. Материала, я так понимаю, не очень много по ним, вот по сегодняшней команде. Но замечаешь ли ты какие-то паттерны, типа играют они так же или что-то поменялось в их игре? У них остался тот же капитан, и он колет то же самое, похожие вещи. И у них есть чуваки какие-то, у кого есть какие-то явные привычки, типа от которых можно отталкиваться. Поэтому они похожи просто. Вот ребята, которые пришли в Фузи и Рю. Да, и Рю, они, получается, просто заняли позиции Вот для Стана. начала, так по-любому будет происходить для начала, что они будут просто занимать позиции, то что у них не так много времени было. Но со временем, может быть, что-то будет более разнообразное, да. То есть можешь сказать, что сейчас их игра будет более предсказуема, потому что они будут, грубо говоря, играть по плейбуку строго. Ну да.
наверное, да. Какой план у нас сегодня? Мы выезжаем в 3 часа. Тащить. План Ну понятно, до того, как тащить. Вот ты сейчас, например, ауру фармишь, стоишь на бортах. Аура хуйня, ее нет. Это полная переоцененная тема. Да, ты что? Знаете, это, ребят, просто полнейшая хуйня. Это придумано людьми, чтобы что? Чтобы обсираться. Чтобы... Ну вот прикинь, они видят имя Донг, и они не могут договориться год дабл пикнем. Они от него убегают. Зачем? Ну, это... Как думаешь, это пойдет, Волох? Я надеюсь, да, потому что аура это полное говно, и ее нету. Просто чуваки делают какие-то эдиты с музыкой на фоне и добавляют ауры. О, да. Но нет, я считаю, что есть люди, наверное, какие-то, которых чувствуешь некую... Но опять же, ты сам навязываешь себе эти мысли, и поэтому такой... То есть, короче, я правильно понимаю, что количество ауры, оно, ну, в этом уравнении... Ее нету. Оно умножается на 0. Подожди, нет. Оно строится из количества эдитов и качества эдитов. У вас сейчас индивидуалка, потом что мы делаем? Потом мы едем на арену. Прак играем, мы на арену едем. Найс. С этой кофтой у меня очень хороший сэмпл сайз. Я на колени ставил многих. В этой кофте я пришел на 2 на 2 ланового вилона и разъебал Кавасаки. Я видел, да. Без, чтобы на кофте не было нуля в винрейте, тебе нужно ее надеть и выиграть. Поэтому чем дольше ты это оттягиваешь, тем дольше она будет твоей нелюбимой. Давай, фраза дня. Следующая вставка, там принципиальный соперник, и нужно надевать винрейтные вещи. Там, когда похуй, уже надену и исправим винрейт. Фраза дня? Фраза дня. Не так, давай мудрость дня. О, Екиндар, на. Смотри, там Екиндар пришел. Здорово, Марик. Факи тыкать нам будешь? Да. Я подойду потом к тебе руки жать. Фраза дня. Не будь тем, кто кем, будь тем, кем ты. Ты знаешь, что это значит? 6-7? Да. Никогда не спрашивал человека значение мема 6-7. Нет, подожди, не в этом дело. Ну, насколько я понимаю, это взято с Нет, ты можешь ответить просто да или нет. ну да. Это уже в статистику пойдет, потому что мы знаем, что Керриган не знает. Нет, я просто не уверен. Моноси сказал, что не знает. Я просто не уверен, я знаю точно или нет, правильно это или нет, понимаешь, поэтому я А рассказываю. ты можешь напить. Ну, в теории я углублялся в эту тему. Изучал так. Да, у батьки Фолина камера, как у тебя. Смотрите, Бригада, vamos на. Давай, каралио. Боа Кассерата, блядь. Все, работает. Мы сейчас ждем ребят всех и будем отправляться на войну. Скоро начнется игра. Ориентировочно через час. На улице холодрыга, страшная, ветер задувает. Я надеюсь, вам слышно было, потому что двери вот там сзади открываются. Они дуют прямо в камеру, и я вижу, как у меня скачет этот децибелометр. Ну реально, смотри, что вот они вот. Взял, как у меня, камеру. Ходит, также снимает, блин, пипец. Может, украсть у него? Шоу прослушка, что у вас в ушах? Здравствуйте, меня зовут 6-7 Marix, и я слушаю старую классику французскую «Alors je danse» Стромая. Теперь ты должен уйти. Ты должен уйти, а мы песню Да, поставим. слушай. Да, я не Уходи и слушай. Это не началось еще? Я тебе так могу его сказать. Уверен. Давай. Будет Даст, Оверпас. Третье, вероятно, Мираж. Маловероятно, Нюк. А почему маловероятно? Мы его баним? Нет, потому что я думаю, они в этом составе не готовы его играть. Я могу ошибаться. Боря говорил, что новые игроки, они играют на тех же спотах, ролях, что играли ребята до этого. Да. И при этом им все равно думаешь, не будет комфортен Нюк. Что Нюк будет? Некомфортен. Исторически датчанам комфортно Нюк играть, но мне кажется, просто по тому, как они играли в онлайне месяц, Нюк пока они не готовы играть. Ну, сейчас может что-то измениться. Мы уверенно Нюк выиграли в онлайне один матч. Все же думаем, то, что они оверпас пикнут, а дальше Нюк, Мираж. Ну, там они выбирать как раз будут из этих двух карт. А главный вопрос, ты себя лучше чувствуешь? Не. Тяжело? Температура. Вот за время на бенче ты следил за командой, за играми? Да. Существует мнение такое, что когда человек, который раньше варился в коллективе, выходит из коллектива, смотрит на процессы, он начинает иначе видеть какие-то вещи, переосмысливать. Может быть, ты что-то переосмыслил. Или нашел в себе какие-то, вот думал, я вот так же играл, а я ведь могу делать это по-другому, и сейчас ты будешь это имплементировать. Не думаю, что это этот случай.
Я скорее просто думал о том, что проблемы примерно те же. Ну, я это, в принципе, говорил в интервью, что если у тебя существуют проблемы, ты меняешь еще игрока, то у тебя проблем становится еще больше, потому что у тебя нет явного буста по фаерпауэру, потому что ты меняешь опорника Люркера. И, скорее всего, у тебя будет просто проблема с тем, чтобы его внедрить именно в команду, и ты будешь играть только хуже. Мне Боря вчера сказал, что он пока на банке сидел, он сейчас пришел, и он чувствует, что он играет лучше. Но он это объясняет тем, что он очень соскучился в целом по игре. Возможно, какой-то конфиденс появляется просто из-за того, что он возвращается в эту атмосферу. Ты чувствуешь какой-то прирост у себя похожий? Скорее, мне, наверное, просто чуть больше интересно, чем в конце, перед тем, как я уходил. Ну, это, наверное, за счет того, что ты отдохнул, да? Я Отдохнул, просто... давно не играл, да. Мне просто интересно. Ты редко показываешь эмоции, вот, но я хочу, чтобы ты честно сказал мне. Вот ты когда узнал, что ты возвращаешься, и что ты снова будешь играть в команде, ездить на ланы, что ты почувствовал, что внутри тебя было? Это был плавный переход, потому что по мере того, какие результаты были, я примерно понимал, что я вернусь. Единственное, что мне казалось, что мажор, возможно, команда выиграет, потому что, в моем понимании, все остальные команды были немножко шейки, и была возможность выиграть, и она реально была, но этого не произошло, и как бы на тот момент мне было понятно, что вероятность того, что я вернусь, она очень высока, поэтому это не было каким-то сюрпризом. То есть не снег на голову, а ты просто постепенно по ходу сезона понимал, что, скорее всего, позовут? Ну да. Ну и в момент ты такой, я так и думал? Или все-таки есть какая-то радость была? Даже давай отбросим то, что ты понимал. Ты рад вернуться? Думаю, да. Почему сомнения? Но это зависит от того, к чему это приведет. Я не знаю, к чему это приведет. Но в целом, наверное, я заинтересован в том, чтобы играть. Все, я ничего не говорю, у меня голова болит. Че, у тебя голова болит? Ага. Почему? Плохо спал сегодня? Нет, просто слишком много обсуждений, разговоров. Перегружен чуть-чуть. Называется hard work. Ты опытный игрок, поэтому не думаю, что это будет для тебя проблема. А знаешь, что самое главное? Это Дим? базовая проблема. Дим, Что у Димы все трофеи, кроме ЕПЛ. пацаны, это надо исправлять. Не, мы не исправим. EPL проклят. Я мог его выиграть физично в онлайне просто, но я решил героиков. Это ничего страшного. Когда там следующий EPL? В марте, вот, все. Новая задача у ребят — добрать последний кубочек Дмитрию Широскалову. А вот у тебя тоже это интересная мышка, интереснейшая. Это наноразработка, это называется Spotify Mouse. Spotify Mouse. Кто-то на бласте в крысу сфоткал эту мышку. Мы покажем ее не в крысу, мы покажем так, по-человечески. Мы показываем ее в крысу. Это, я так понимаю, это просто новая мышь, новая модель, которую нам Zoe дали погонять, потестить. Она все еще находится в разработке. Она есть у Андрюхи, у Дани. Кто-то еще с ней вроде у нас играет. У нас больше никого. Никого? А я думал, Дима. Дима своя. У меня Дима своя производство. А ты где, Димас? Данек. Я в ТикТоке звуки слушаю. Даня, а у тебя была в детстве какая-нибудь мягкая игрушка, любимая, вот прям самая любимая? У меня был, были такие маленькие лабрадорчики от компании Fancy. Они типа у них в лапках были песочек такой, в попе песочек был. И он был размера, как реальный щеночек. Вот у меня была такая собака, я его звал Фантик. А в детстве была какая-нибудь игрушка? Netscroll 120. Шарящий выкупит. Я был Netscroll 120, я играл в CS. У меня буквально была мышка за 300 рублей, клавиатура, наверное, за 1000, и я играл на картонке. И все. Зверюшек маленьких плюшевых не было? Нет. Спал с мышкой, получается? Нет, спал, блядь. Я не спал. Мы до сих пор ждем наш матч. Должна закончиться пара Пари и Нави. Долго уже сидим АФК. Пацаны заметили совпадение. Конкретно Даня Донг подметил, что мы в 25-м году, готовится тоже первый матч, да, это первый матч группы был, да? Играли тоже против Астралис. Какие карты? Даст и... Нюк даст. Но у нас Нюк Десайдер. Сейчас Десайдер. Какие у нас карты? Нет, Нюка нет. Почему нет? У нас Оверпас даст. Ну и третий Нюк. Ну да, но Нюку не... Ну вот, я и говорю. А что, Нюк третий, реально? Да. Они Нюка стояли? Мы убрали Эншент, а не Мираж в конце. И Нюк почему ты так говоришь? У них же сильный Нюк у Астралис. Ну куда вот убежал? Я не помню, с вами это было. По-моему, они не против вас тогда играли. Они раскидали на Нюке апленд, из будки вышли, заплентили бомбу и ушли в будку обратно. Ты не видел этот раунд? Я не знаю, я не помню. И у меня плохая память. Понял, ладно. Даже не помню хайлайты свои. А помнишь Виталити 1 в 5? Нет.
Ну было так. Тебе статуэтку еще за нее дали. Не, знаешь, вот у меня нет такого, что я помню себя, вот этот момент от своего лица, знаешь. Я типа думаю об этом, я понимаю, что это было, но у меня нет никаких вот воспоминаний. Не отпечатывается. Что не прокручивается. И вот у меня так же совсем. Я даже не помню. У них есть Red Bull? Нет, это наш. Владик наливает Видите, что происходит? Что это такое? Игрокам запрещена любая жидкость, кроме воды, да даже вода, по-моему. Все, что с лейблами, их нужно либо снимать. Запрещено все, что не оплачено. Все, что не оплачено ESL, все запрещено. Поэтому, если парни хотят какой-то напиток у себя на столе во время матча, им всем вот наливают в такие вот кружечки, стаканчики. Вот Даня, это предтренинг. Сейчас шейкер, протеинчик. Он Димаса тоже предтрен, БЦА, протик. Да, у меня БЦА. Все. Как я вам говорил, наша цель на этот турнир – стать командой лучше. У нас нет цели на результат, результат второстепенный. Если мы будем становиться как команда лучше, нам будет проще играть на сервере, тогда и будет результат. Я вас попрошу убрать всю хуйню, которая была на Blast Bounty. Мы много вещей касаемо коммуникации, отношения к игре, то, как мы находимся на сервере с друг другом, приятно, неприятно и так далее. Мы много чего обсуждали. Давайте отчет и берите ответственность за свое поведение, и все будет нормально. Team Spirit! Молодцы, молодцы. Это было очень забавно, честно. Да, да. С вышки. А что, там понятно было? Там жесткий продукт плейсмент был, короче, прям. Что произошло? Они показывали во время раунда, как ты двигаешь мышцы, типа чел на трансе говорит, а мы можем показать, и будет он играть с провода или нет? И они там, ну не весь, но типа часть раунда показывали, как ты типа двигаешь мышкой. С АВП когда я убил 4? Да, в этом раунде. Ты жесткий клатч у тебя был, можешь сказать вообще? Какой клатч? Там вообще какой-то хуй клатч был, самый хуй. Нет, почему? 1-1 там самый изичный клатч, который можно... Если его проиграть, это все грустно. Да не, он самый легкий клатч, который мог вообще сложиться. Просто было понятно, что он будет сейф, и что у него авик, его выбора нету. Я просто постоял, подождал, он пошел бежать и все, убил его. Ну и, короче, просто на чили стоял, улыбался, ждал, пока он сам на тебя выйдет. Да, только я думал, когда я по нему пару раз не попал, мне пизда. Ну, мансил ты там граундом. Ну, ты слышал же его, получается? Да, где да. он стоит по позициону капитана, вы довольны картой? Да? Что-то не получалось? Я вообще хотел сфокусироваться на хорошем, потому что как будто хорошего прям много было. Хайлайты были, присутствовали. Да. Что стоило твое почти -5? Я выдумал, а что тебе Димас авик не дал? Да, что ты авик не Я думал, попросил? все поменять, просто авик его тихонько, все. Кстати, да, надо будет. Вам нужно было просто одновременно дроп пушки нажать, вот так вот красиво мы поменялись. И там, короче, я убил 4, я бежал в длину, говорю, Диман, дай, если он говорит, хорошо. Я выбегаю, я сначала думал в упоре, потом, короче, я выберу, не вижу, увидел платформа, что-то, у меня глаза расфокусировались, и я такой думаю, бля, и, короче, я не смотрел на него, но он вышел, меня вантапнул, и я потом очень грязные вещи говорил про него, прям. А было видно, что ты взгляд поднимаешь над экраном, и мне очень... Прям очень грубо, очень вообще грязно. Что ж, даст, класс, супер. Переходим на оверпас. Ребята, он счастливые. Сейчас он Данек. Будешь на проводе играть? Сейчас она зарядится, нормально. Переходим на оверпас. Go смотри. As they come through, Zontix will spam. It's already arriving with Hoogsley in the game, right? You do 4. Mitra's got to clutch up and he's got to do it quick. Magic is dink and hunt the pit that you've got to be ready for. Oh, it's dangerous. That's sure. Molly displaces his ending for Spirits is a lot of time ticking down. Eyes on this position. Donk double kill. Good. Ryu and Hoogsley try and stop too far. Surely 1 on 3. Zontix
Zontic stops him. Team spirit. Красавчик. Молодцы. Ну что, Борь? Да. Давай комментарии. Какие ощущения по карте были? Ну, смотри, вот по матчу могу даже дать ощущения. Давай. Первая разминочная, вторая уже нормальная. Вот было ощущение даже вот со стороны, как будто легче вам было, несмотря на то, что там какие-то раунды отдавали. Но стартанули там мало было, но мы докомбэчили до 6-6,5 по итогу. Мы взяли 4 в ряд в конце КТ-сайда, это очень приятно. И за теров мы просто хорошо сыграли и все. И не дали им много шансов. Мы сегодня обсуждали то, что они вот играют строго по плейбуку, должны будут играть. Настолько ли очевидна их игра была сегодня? Ну, вообще они делали те же самые вещи, которые были видны. Данек, ты сейчас вот на предпоследнем раунде зачекал за шариками голову, там тройной буст был, двойной. Да. Ты прям вышел, ты туда смотрел, откуда ты знал, что они там Они встанут? топнули. А, ты просто услышал? Ну да, они топнули, я видел, что они это делают. Да, это очень вкусно. 100% А ты дал? Вот. Да, вот у нас в лаунже, я показывал, у нас полноценная столовка, можно сказать. Вот сегодня мы ужинаем тут, нам дают очень вкусную курицу, это типа курица-гриль и пюрешку. Мы сейчас перекусим, поужинаем и поедем в отель, поговорим и будем смотреть финальную игру сегодняшнего дня. Будем готовиться к матчу с Нави. А может точно с ними играем? Нет, это еще решить, я не знаю. Так не, ну подожди, там же... Мы с ними играем, да. А, ну все, значит, мы знаем, что мы играем против Нави, а значит, начнем к ним готовиться. Блин, а в 2025-м мы когда с Нави играли? Это тоже второй матч? Да. Вот так вот, все стакается. И с Нави, блин, Астралис 2-0 выиграли, следующий Нави. Интересно. Ладно, наверное, увидимся уже в отеле. Не переключайтесь. Смотрите, это что-то похожее было на команду. Нам нужно стремиться придерживаться того, что было сегодня. Завтра такой соперник, против которых, вероятно, эмоций будет побольше. Нужно отнестись проще. Выйдем из группы. Весь не выйдем, ну так бывает. Просто нужно сыграть свой КС. Этим чувакам всегда против нас сложно играть, потому что мы понимаем, как они думают. Нам нужно сфокусироваться на том, что завтра показать игру приближенно, как на практике. Мы тогда их отбьем. Все будет нормально. Ну что, сегодня играем против Нави. Матч у нас сегодня поздний. И, скорее всего, он начнется позже, чем нам заявили. Вот заявлено на 7 вечера, но вот, как пример, вчера мы приехали и ждали свою игру, наверное, часа 2 или 1,5. Потому что Na'Vi Parivision пара играла, они выходили на допы, было 3 карты, возможно, сегодня начнется все еще позднее. Несмотря на такой поздний тайм-слот, ребята с самого утра сидят за компом и готовятся. Они пробегивают раунды, пишут планы на игру, на все возможные карты, которые сегодня могут только быть. И видно, сколько усилий они тратят для того, чтобы выстроить ту игру, которую они хотят видеть от самих себя на сервере. О чем говорить, они даже на обед не ходят, буквально. Заказывают еду и едят за компом, прямо просто чтобы не отвлекаться от рабочего процесса. Я, значит, сегодня посмотрел, на улице ощущается как минус 20. Реально? Да. В каком самом холодном месте вы были? Я в Беларуси, минус 30. Да. Минус 30? А, ну, Томск. А сколько в Томске? Минус 50. Минус 50? Минус 40 было максимум. А Я как... не помню, сколько максимум было. Ну, минус 40, наверное, да. Типа ты в такую погоду в школу ходил? Не. Или вы просто дома сидели? Зависит от того, в каком ты классе. Ты видел, как в КС играет? Конечно, дома сидел. Минус 35 я ходил. Типа это уже в среднем в старшем звене. А вот в младших классах там минус 30, от минус 30 до минус 34 ты не идешь в школу. Я помню, в классе 5-м, 6 у нас было минус 30, и мы дома сидели там пару дней. У нас, вот в Питере у нас было минус 30, на моей памяти 1 раз, наверное. Нам сказали, идите учитесь. У нас давно такой зимы не было уже, так что зиму вообще в принципе нет. Полгода реально к психологу обращусь, а потом в полицию, блядь. А что, зачем? Не знаю, мне кажется, он реально специально харасит меня. Я не знаю, он типа по КД одни и те же вопросы меня спрашивает, который сам знает ответы. Когда выезд, во сколько выезд, меня кто-то наебал, я думал выезд во столько-то, а там все написано, все закреплено, вся инфа есть. И он каждый раз меня что-то спрашивает, но я чувствую, что ты специально это делаешь, какой-то сексуальный, типа сексуальный преступник-то какой-то, маньяк нахуй. Я поэтому сразу пошел в телефон смотреть, понял, что вот я сегодня несколько... Просто
раз он там какой-то. Вот я реально уже думал, что такая хуйня будет. Это реально дурка. А вот этот... Я прихожу опять только что. Андрей меня спрашивает, блядь, а мы что, не в 5 выезжаем? Я говорю, нет, вот все написано, даже показываю. А этот во сколько Проходит вы 10 минут, он опять спрашивает, блядь, а во сколько мы выезжаем? Во сколько выезжаете? И это всегда, это типа на постоянной основе. Потому что непонятно, во сколько выезд, ребят. Вообще непонятно, никто не говорит, нигде не написано. Там просто столько цифр. А я в телеграме... Пацаны, 7, одна, нахуй. Блядь, тяжело, 7. А что, тяжело сказать? Ну, давайте каждый день буду спрашивать на протяжении года одно и то же. Во сколько сбор? Да. Во сколько сбор? А он меня нет. Андрей, а чем мы пикаем? А чем мы пикаем? Просто я видел, что возможно позже, поэтому я спрашиваю. Мы пикаем Cobblestone. А если вернуть Cobblestone, вы будете рады? Сегодня мы будем играть Тускан. Смотря вместо чего? Вместо интерна? Вот сейчас вот монтажер должен вырезку вставить, открываете HLTV, КС 1.6, карта Тускан, стата за все время, и там сверху увидите никнейм один интересный. Я не уверен, что... Боря, какие у нас сегодня карты планируются? Мы сегодня пикаем вроде Dust 2. Мы берем Dust 2, они пикнут Мираж. Либо Ancient, либо Мираж, либо Нюк. Либо Нюк. Почему такой разброс жесткий? Потому что... Я не знаю, на самом деле. А что потенциально, большая вероятность того, что они возьмут вообще? Я могу что угодно пикать, у нас все готово. Вместо подготовки мы играем в доту. А вот и день пролетел за тренировками, подготовками. Выезжаем мы на арену. Даня вон готов. Это Данил Колбасенко. Клянись, ты мышку зарядил? Бля. На проводе поиграем. Но на проводе регало вчера здорово вообще. Пойдем. Здесь сегодня с мясом будет. Подожди, я вижу что-то. Я вижу свет. Что это? Вон, с курицей. Индейкой, овощами и йогуртным соусом. Пока сейчас рикотта, хани и нац. Нам в целом здесь ничего не надо, Ник. Ягодки возьмем. Ты любишь? Я не буду ничего есть. Ты любишь красную смородину? Я? Да, конечно. У меня на даче... черную смородину Да, любишь? у меня на даче росли 3 цвета. 3? Какая Белая. еще есть? Белая смородина? Да. Так, а у нас тут заруба. Тут пиздец вообще. Так, какой счет? 3-2. Фига. В чем дело? В ракетке? Или стол говно? Плюс столе, плюс сетке. Тут все. А как освещение влияет на удар? Мяч начинает мерцать в глазах из-за того, что темное помещение, при этом типа свет, и из-за этого мерцание. Пойдем компьютер настраивать? Пойдем, Димас? Димас? Нет, Пойдем. Хочешь, я тебе помогу? не надо. Давай я тебе сегодня компьютер настрою. Спасибо, не надо. Да блин, а как мне... Можно я тебе подключу хотя бы мышку Нет, спасибо большое. туда? Ты мне не доверяешь? Или что? В чем Я дело? тебе доверяю, я смотрю, как ты можешь. Устал от компьютера? Не знаю, ты пробовал судоку разгадывать? Ты, кстати, умеешь разгадывать? Судоку именно, что циферки где? Да. Да. Серьезно? Да. Я даже не знаю принцип, как это работает, если честно. Там просто, я не помню. Но если мне, типа, я начну, то я вспомню. Фига, прикольно. А кроссворды ты разгадывал? Ну, не кроссворд не люблю. Люблю больше. Я когда просто раньше пытаюсь- ездил Давай, сори. далекие расстояния, типа, на автобусе, человек километров 400, то разгадывал. Я просто пытаюсь найти тебе замену компьютеру. Судоку. Не, замену, зачем искать? Просто дышать свежим воздухом, уже замена. А прикинь, компы в лесу. Не? В лесу нужно без компов. Нарубить дров. Все мои проблемы старости. Нарубить дров, затопить баню. Так нет, ты смотри, ты нарубил дров, топил баню, и сидишь, у тебя шашлычок, у тебя вот тут вот мангальчик, вот здесь вот. А вот, не, вот так вот, это комп, у тебя вот здесь вот мангальчик, и ты играешь, потом хоп, шашлычок повернул, поджарил и дальше играешь. Играть не вообще. А вот и Андрюха пришел. Доехал вовремя? Да, я ехал на такси, потом на поезде, потом пешочком бежал. Че, как вообще, Андрей? Ну как? Спорт — это жизнь. Давайте я вам помогу, мистер Мэджикс. У вас мышка улетела, мистер Мэджикс. А как зовут кота? Кто угадает, как зовут кота Дани, тому Даня дарит квартиру в Томске. Не понял. Ну это Я невозможно. сам себе пример. Ну это невозможно. А я его переназову. Почему у них игрок Нави сидит в аналитике? Так это же Эль. У него есть Супра, ему можно. Супры
Супра это тиммейт Димана. 400 FPS Макс вчера играл. Я 500. Я с 500 играл и был ебанутый input lag. Я думаю, что это из-за клавиатуры. Короче, знаешь, в чем проблема той клавиатуры? Я тебе потом объясню. Понял, спасибо. С нами был Дмитрий Шира. Конечно. А что думаешь про карты сегодняшние? Про карту именно какой? Сейчас играть Mongols Fury? То, что мы будем играть Вообще, Мираж. честно, ничего не думаю. У меня Мираж одна из худших. Сейчас покажу мастер-класс. Так, ладно. А Дастик? Дастик, как говорится, базовый. Не, Дастик тоже сейчас не в форме, поэтому Поэтому покажу будет тоже Ancient? Ancient будет, вот там будет обычный плей. И опять вот он как обычно, знаете? Не как обычно. Нет, вот это вот, да я что-то там не умею, не попадаю, а потом заходит и показывает мастер-класс, а мы это в наш СММ монтируем, монтажики делаем, эдиты всякие. То есть в триллере я бы не снимался каким-то жестким маньяком? Не, вообще. Ты Нет? Ну, только если ты первым спидил. А в боевике я бы какую роль играл? Пушечного мяса. Его ползал с пистолетом и с автоматом. Наказывать негодяев. Не, подожди, Дань. Не, ты бы играл бы роль, типа, вы все знаете, ради чего я вас здесь собрал. Ну, то есть такой Сталлоне на минималках. Ну да. На максималках. Серега, да вот смотри, смотри, вот я вот сюда приду, вот смотри, вот, все, я попал. Куда ты целишься? Да, я попал, смотри. Ты такой ориентир вообще берешь. А, не попал. Да ты двоечник, блядь. Ты подошел к стенке, прижался, у тебя вот эта хуйня. Ты просто от нее выше поднял, вот, все, ты кинул, ты всегда попал, понимаешь? Да как она залетает? Ты че, блядь? Бля, может тебе тренера по гранатам найти? Ты какой-то вообще Андрюх, блядь. Да, блин, что здесь тренер по гранатам? Я все гранаты попадаю, я это смог никогда в жизни Чего не ты читал. сказал сейчас? Он только что все гранаты попадаешь? Кстати, ну Ты смешно. без шуток я не помню последний раз, когда мы мазали гранаты. Бля, Даня, по боссе был ГКС. Короче, мы пока ждем наш матч, там еще одну карту играют, Барян вон сидит, букву вооружения играет. 65 FPS. Ну так официалки играем. Давай, Барян, 50 евро дам, если первый зарежешь. По легкие деньги, давай. Беги. Давай. Вот зайду фидануть тебя. Ну, Тварь. 9 хп, давай. тебя сейчас зарежу. Просто тварь. Что сделал? Нажал там. Ты чё, поспал? А, это вот это. Блядь! 4 на раз. Вот такие карты добавляли в КС. Компьютер. Найс! Подстелил. Минус 50. Почти. Как я говорил до этого, наша цель на этот турнир — стать более лучшей командой, нежели мы были до этого. Основной посыл против них у нас должен быть, чтобы мы в защите поиграли от микры и от голосов. Даже если что-то не получается, не захлестывайтесь в эмоции. Будьте в моменте, играйте как на праках, тогда все получится. Понятно? Нужно быть едиными, прислушиваться друг к другу и четко делать то, что мы обсудили. Лучше сделать одну общую идею, чем не сделать ничего, как мы уже проговорили. Окей? Team Spirit! Going it. So it's all going to start talking the first. Dog springing out now. It's a convincing way to start. Flash to under. Kazi might be in this position. I'd like to think there's a limit. The nade. Nasty surprise. And one shot would end. Last rope and Dog time. Resource is low. Dog's founding off the molly. It's up to him. He can't. Kazi from dealing with. He's all alone here. They're running him. There's none yet in this game. Kills deep, low HP, and wonderful. And Magic knows that. That is dead straight in. Shiro avoids the flashes. Zonzi, Shiro miss. Should have materializing those two, but even as a B, he don't make it into the side. Kazi, he does not have the time to win this. Dog sends them packing. Navi. Сколько ты настрелял в итоге? 37. 37? Это мало. Это жестко, Танек. Да. Молодцы. Давай, поделись эмоциями. Как прошло? У меня нет эмоций. Ты врешь. Давай ощущения мне скажи. Ну, в целом... Медленный старт, быстрый финиш. Долго разгонялись? Что-то не получалось, не угадывал с колами или что было не так? Первые несколько раундов разминочные были, потом мы играли. В общих чертах, можно так сказать. Forward, him and Ema side by side. And it's used to rip this round away. Delay it by Utilitas keeps Eva's got trapped. He's getting out of here not easily. And Magic runs through. Oh, that's what he's...
готовиться 25-го года уже. Андрюх, а можешь потом показать, короче, куда нужно целиться на А-планте, чтобы твою фишечную гранату под жопу давать? Ты кинул, ты на лонг хотел хаешку кинуть? Вторая кнопка, блядь, не нажалась. Не нажалась? Кнопки, да, я под стенку хотел кинуть и стрифануть под нее. Да, блин, что стрелять по гранатам, все гранаты попадаю. Доволен, Дим? Конечно. Ты молодец. Спасибо. Быстро получилось. Димас, расскажи мне про Dust, чем вот он кардинально отличался от первой карты, если не брать в расчет то, что это наш пик. Потому что смотрелось это очень легко, как будто игра шла как по маслу. Мне кажется, просто тут вся команда понимает, как они играют. Не знаю, как это объяснить. Просто понимаем, что происходит на карте. Ну, то есть всегда буквально, когда мы заходим на матчи, будь то Мираж, будь то Dust, какими бы фейками они не делали, что-нибудь они не придумывали, в игре ты понимаешь, что они делают. Вот и все. Наверное, это связано с тем, что не знаю, с чем у них лично, да, но в целом против них не так сложно играть. Но опять же, я не буду говорить громкие слова. Если посмотреть по встречам, то у нас просто идет против них. Вот и в целом ничего не могу сказать. Да, просто наша карта была сегодня. Я рад, что вы меня услышали. Мы не идеальные, мы много чего не понимаем, нам много есть куда расти. Но при этом, если это сравнивать с официалкой, которая была на Blast Bounty, вы были в хорошем эмоциональном состоянии. Это позволяет нам нормально играть в CS. Даже если бы нам наломали дефолты, были бы другие команды и так далее. Если мы в таком состоянии находимся, это будет повышать шанс того, что мы будем играть нормально в CS. Я вас на этом турнире попросил быть более лояльнее. Пока работа, которую мы проделываем, видно, что она идет в правильном ключе. У нас понизился войс от того, у тех людей, у которых просил я. У нас повысился войс у тех людей, которых, опять же, я отмечал. Это правильный путь. У этой пятерки огромный потенциал. По сегодняшнему матчу это было очень круто, было приятно смотреть. То, что просил, мне не нужно было вообще отвлекаться абсолютно на то, что вы друг друга дистрактите, эмоции захлёст и так далее. То, что хочешь сказать? Пацики, спасибо, конечно. Я давно в плей-оффах не играл. Большое спасибо. А он троих убивает и в КТ прыгает, да. Пух. Ну чё, группа для нас закончилась, плей-офф мы прошли. Вот, я у тебя хотел спросить, какие выводы ты можешь сделать с группы? Получилось ли за эти 2 официалки наработать еще какие-то вещи, которые дают тебе уверенности в твоей роли новой, в твоей команде новой? Ну, в целом, у нас были определенные задачи поставлены после Blast Bounty, потому что Blast Bounty, очевидно, был достаточно плохим выступлением для нас. Определенный пул задач, которые были поставлены, они потихоньку становятся лучше, и это хороший знак. Ну, вот, конечно, 2 матча — это небольшая выборка, но при этом все равно чувствовалось, как вот, если посмотреть на игру с Астралис и на игру сегодняшнюю, как будто это было в разы лучше. В чем дело? Это... Вот Сережа сегодня сказал про эмоции. Я думаю, это связано с тем, что в целом мы играли первую официалку в рамках турнира, а Астралис те же, они уже играли в Stage 1. И в Stage 1 они как бы уже раскатались, как бы. И поэтому, вот я думаю, это в первую очередь было важным фактором, потому что они уже разогретые были. На вторую игру мы уже зашли более готовые, более привыкшие к обстановке. И я думаю, про эмоции тоже правда в какой-то степени. Нас ждет матч с G2. Мы играть будем через день. По-моему, завтра у нас будет выходной. Но это уже будет в следующем влоге. Спасибо большое, что смотрели. Спасибо, что болеете и поддерживаете нас. Мы с вами скоро увидимся. Пока-пока.